Сказка «Ангелина встречает Рождество». Автор Кэтрин Халлабер. Близился чудесный праздник Рождества. В школе, где училась Ангелина, полным ходом шла подготовка к рождественскому концерту. Вот и сегодня все остались после уроков, чтобы украсить зал гирляндами, серебристым дождиком, шариками и снежинками. Когда Ангелина наконец отправилась домой, на улице совсем стемнело. В небе зажглись яркие звездочки. Белые хлопья снега тихо падали на землю. У Ангелины было прекрасное настроение, и она то и дело принималась танцевать на тротуаре к удивлению прохожих. Домики, мимо которых шла маленькая мышка, были такими теплыми и уютными. Из труб вился легкий дымок, приветливо светились окошки, а на каждой двери уже висел рождественский венок. Только самый последний домик на улице казался заброшенным и сиротливым. Ангелина подошла к нему и заглянула в темное окошко. Там она увидела пожилого почтальона мистера Белла, который, съежившись, сидел в кресле возле камина. Ангелина со всех лапок побежала домой. Запыхавшаяся, она ворвалась в кухню, где мама и кузен Генри готовили вкусный праздничный ужин, и рассказала об увиденном. «Бедняжка мистер Белл», — сокрушенно покачала головой миссис Мышаус. «Когда-то он служил почтальоном у нас в городке, но теперь он стал совсем стареньким и больше не может работать». Ангелина тут же решила, что мистеру Беллу непременно нужно подарить что-нибудь на Рождество. Мама приготовила тесто, и Ангелина вместе с Генри стали лепить сладкое фигурное печенье. Они вырезали из теста звездочки, колокольчики и елочки. Генри слепил большое печенье в подарок Санта-Клаусу. «Смотрите, как красиво получилось!» — гордо пропищал малыш. «Я сегодня не лягу спать, буду ждать, когда придет Санта-Клаус. И сам ему подарю печенье». «Нет, Генри!» — строго сказала Ангелина. «Санта-Клаус приходит ночью, когда все дети уже крепко спят. Оставь печенье на камине, и Санта-Клаус поймет, что это для него. А теперь быстро в кровать». Генри топнул лапкой и захныкал. «Нет, я не буду спать, я хочу увидеть Санта-Клауса». «Перестань, Генри, нельзя быть таким плаксой», — рассердилась Ангелина. Но Генри никак не успокаивался. Наконец, миссис Смышаус взяла его на руки и отнесла в постель. Наутро Ангелина помогла маме и папе уложить в корзинку печенье, сладкие пирожки и головку сыра для мистера Белла. «Генри, хочешь пойти вместе с Ангелиной?» — спросила миссис Мышаус. «То-то обрадуется мистер Белл, когда вы принесете ему рождественское угощение». Но малыш Генри все еще был обижен и не сказал в ответ ни слова. Ангелина вместе с папой взяли корзинку и отправились к мистеру Беллу. По дороге они купили для пожилого джентльмена большую пушистую елку. Генри с хмурым видом плелся за ними. Старенький почтальон был очень рад гостям. Он расцеловал Ангелину, пожал лапу мистеру Мышаусу, а потом заметил одинокую фигурку малыша Генри. «Что ж ты не заходишь в гости, дружок?» — ласково сказал мистер Белл. «Добро пожаловать!» Когда все прошли в дом, почтенный старичок лукаво улыбнулся и сказал: «Ну-ка, друзья, подождите меня». Через несколько минут он снова появился в гостиной. Ангелина и Генри взглянули на него и ахнули. Перед ними стоял самый настоящий Санта-Клаус. «Когда-то, давным-давно, я был Санта-Клаусом на городском рождественском празднике», — вздохнул мистер Белл. «Славное было времечко». Он обнял Генри, посадил его на колени и начал рассказывать разные истории. В это время Ангелина наряжала елку, а мистер Мышаус достал из корзинки печенье и заварил душистый чай. «В городе все меня знали», — вспоминал мистер Белл.
и привыкли, что в любую погоду я разъезжал на велосипеде и доставлял письма и посылки. А накануне Рождества я всегда привозил мышатам подарки. Однажды поднялась сильная метель, все дороги замело. Тогда я сложил подарки в санки, встал на лыжи и пошел вперед, несмотря на ветер и вьюгу. Я очень замерз и чуть не сбился с пути, но все-таки мышата получили свои рождественские подарки вовремя. Генри слушал, затаив дыхание. Наконец, гости стали прощаться с добрым хозяином. Перед выходом Генри сунул лапку в карман своего пальтишка, достал большое печенье, приготовленное специально для Санта-Клауса, и протянул его мистеру Беллу. «Спасибо, мои маленькие друзья», — растроганно произнес старичок. «Какой чудесный подарок! Последние годы мне никто ничего не дарил на Рождество». Он обнял мышат, и в глазах его блеснули слезы. Ангелина пожелала мистеру Беллу счастливого Рождества и пригласила его в школу на праздник. «Только вы непременно наденьте костюм Санта-Клауса». Она его попросила об этом. «Я обязательно приду», — сказал бывший почтальон. Мистер Белл сдержал свое обещание. Он пришел на праздник в костюме Санта-Клауса. Почтенного джентльмена усадили в первый ряд, чтобы ему было хорошо видно рождественское представление. После выступления все мышата окружили мистера Белла, который раздавал им игрушки, сладости и рассказывал удивительные истории. Больше всех радовался малыш Генри. Он так гордился, что этот замечательный Санта-Клаус — его лучший друг. С тех пор мистер Белл никогда больше не встречал Рождество в одиночестве. Каждый год он играл роль доброго Санта-Клауса на радость всем мышатам.